Всем привет! Меня зовут Татьяна Мединцева, и вы на моем канале о вязании. В этом видео мы с вами продолжим вязать вот такой вот пасхальный набор, где есть зайка или кролик, корзинка с яйцами и пасочка. Ссылочку на первую часть вы найдете в описании под видео. Также там вы найдете ссылочки на все мои соцсети, где меня можно найти, на мой магазин Etsy, где можно приобрести мастер-класс в PDF формате. Я желаю вам прекрасного творческого настроения. Давайте начинать. Наполнитель я добавила. И вот такая вот красота получается. Голову начинаем вязать белым цветом. Как обычно, мы делаем петельку, 2 воздушные петли и в первую набираем 6 столбиков без накида. Во втором ряду делаем 6 прибавок. В каждую петельку по 2 столбика без накида вяжем. И в конце ряда будет 12 столбиков без накида. Этот ряд я провязала. Дальше у нас идет третий ряд. Будем вязать 1 столбик без накида, 1 прибавка. И так до конца ряда. 6 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 18 столбиков без накида. Это я провязала, вязание тоже выворачиваем. Дальше у нас идет 4-й ряд. Будем вязать 6 столбиков без накида в начале ряда. Я 1 столбик без накида провяжу, поставлю маркер. Вяжем дальше 2, 3, 4, 5, 6. Теперь мы делаем 6 прибавок подряд. В каждую петельку по 2 столбика без накида вяжем 6 раз. 1 прибавка, 2, 3, 4, 5, 6. И 6 столбиков без накида довязываем до конца ряда. Этот ряд провязали. Дальше у нас идет 5-й ряд. Тоже в начале вяжем 6 столбиков без накида. Я маркер перенесу. Вяжу дальше 2, 3, 4, 5, 6. Теперь вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка. И так делаем 6 раз. 1 столбик без накида, в следующую петельку прибавка. Это 1 раз. Дальше вяжем столбик без накида, прибавка. Это 2 раз. Столбик без накида, прибавка. 3 раз. Столбик без накида, прибавка. 4 раз. Столбик без накида, прибавка 5 раз. И столбик без накида, прибавка 6 раз. 6 столбиков без накида довязываем до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот такая вот красота уже получается. Дальше у нас идет 6-й ряд. Вяжем 4 столбика без накида, 1 прибавка. И так до конца ряда. 6 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 36 столбиков без накида. И затем с 7 по 12 ряд включительно нужно будет провязать по 36 столбиков без накида в каждом ряду.
Это я провязала. Вот так вот сейчас выглядит вязание. Теперь вставим глазки и носик. Носик нам нужно вставить между вторым и третьим рядом. Будем ориентироваться по прибавкам, которые мы делали, получается, в четвертом и в пятом ряду. В четвертом ряду мы сделали 6 прибавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот мы их нашли. А в пятом ряду мы делали 1 столбик без накида, 1 прибавка, тоже 6 раз. Вот мы нашли 6 прибавок. Ориентируясь по этим прибавкам, нам нужно между вторым и третьим рядом, вот у нас первый ряд, второй и третий, вот сюда вставить носик. Видите, 3 прибавочки. Вставляем носик, и остается еще 3 прибавочки. Вот сюда вставляем носик. Первый, второй и третий ряд. Между вторым и третьим рядом. Второй, так, носик вставили. Закрепляем его. Вот так вот. Глазки нам нужно вставить между четвертым и пятым рядом, тоже ориентируясь по прибавкам. 1 глазик мы вставляем в крайнюю прибавочку в четвертом ряду. Видите, вот между четвертым и пятым рядом. Сюда вставляем 1 глазик. Потом мы, это у нас была 6-я прибавка в четвертом ряду, вот это 5-я, 4-я, 3-я, 2-я и 1-я. Вот мы, если вставим сюда глазик, то нам еще 1 глаз нужно будет вставить между 1-й и 2-й прибавочкой. Вот где-то сюда. Потому что если мы ставим 1-ю прибавочку, то будет далековато. Смотрите, я 1 глазик вставлю сюда, а 1 глазик я вставлю между 1-й и 2-й прибавкой. Вот сюда, видите? Сейчас их закреплю. Просто так их не закрепить, поэтому я их сейчас закреплю и покажу, что получилось. Это я сделала. Дальше у нас идет 13-й ряд. Будем вязать 4 столбика без накида, 1 убавка. И так до конца ряда. 6 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 30 столбиков без накида. Это я провязала. Дальше идет 14-й ряд. Вяжем 3 столбика без накида, 1 убавка. И так до конца ряда. 6 раз у нас получится так сделать, и в конце ряда будет 24 столбика без накида. Это я провязала. Дальше у нас идет 15 ряд, вяжем 2 столбика без накида, 1 убавка. Тоже так делаем 6 раз как раз до конца ряда. В конце ряда будет 18 столбиков без накида. И после этого ряда добавляем наполнитель. Это я провязала, наполнитель добавила. Дальше идет 16 ряд, вяжем 1 столбик без накида, 1 убавка. И так до конца ряда 6 раз у нас получится так сделать. В конце ряда будет 12 столбиков без накида. И затем 17 ряд заканчиваем убавками. Вообще 6 убавок, но если нужно будет сделать немножко больше, чтобы полностью стянулось вязание, то сделайте там 7 или 8 убавок. Вот смотрите, сделала я 6 убавок. Теперь просто захожу в следующую петельку. Делаю соединительный столбик, ниточку обрезаю, вытягиваю, затягиваю, захожу сбоку в серединку, хватаю эту ниточку, вытягиваю ее и подтягиваю хорошо, видите, тогда здесь плоско получается. Здесь мы делаем узелок и прячем вовнутрь. Угу. И вот такая вот голова готова.
Нам ее нужно пришить к тельцу. Я, как всегда, беру спицы, чтобы зафиксировать голову ровненько и хорошо ее пришить. Так вот я голову зафиксировала. И теперь просто с помощью крючка я буду пришивать ее. Захожу то в голову, то в тельце. Хватаю эту ниточку и протягиваю ее. В тельце захожу в каждую петельку. И в голову в каждую. Ну, смотрю, где мне лучше это сделать. Ну, в общем, таким образом мы будем пришивать по кругу. Голову я пришила. Теперь сделаем утяжку. Сейчас решила делать утяжку вот этой вот плюшевой пряжей. Просто зайду где-то в серединке. Ну, точнее, зайду сбоку, выйду в серединку. Вот здесь вот оставляю хвостик. Через одну петельку иду к одному из глазиков. Пока сильно не тянем, а то эта ниточка уйдет. Здесь тоже через одну петельку иду снова в серединку. Поддерживаем хвостик и затягиваем. Здесь снова через петельку иду я ко второму глазику. И через петельку выхожу в серединку. Тоже подтягиваю. Теперь, так, нам нужно в серединке именно оказаться. Теперь прокладываю ниточку посерединке здесь. Видите, вот так. И под носиком выхожу к этому глазу. Затягиваю и здесь через петельку снова иду в серединку. И теперь еще вот таким образом выйду, глазки еще между собой немножко подтяну. Угу.
Так, и если все окей, то снова выходим к середине, не в серединку, а к вот этим вот хвостикам, где они у нас были. Угу. Поправим. И вот такой вот пухляшек получается. Еще можно вот эту вот часть вот здесь таким образом зайти и пришить лучше к тельцу. Если у вас вдруг голова болтается, то можно вот таким образом сделать. Впереди здесь прихватить, и оно будет вообще четко все держаться. С одной стороны. Так, а ну-ка. И с другой стороны тоже заходим, тут повыше берем. Угу. Вот так вот. И вот такой вот, видите, какой хороший получился зайка. Так, сейчас еще раз тут сделаю. Так, теперь выходим к этим ниточкам в эту же петельку. Завязываем их между собой узелком. И спрячем вовнутрь. Туда же заходим. Протягиваем одну ниточку. И эти тоже заходим и прячем вовнутрь. В эту же петельку главное зайти и спрятать их. Угу. Здесь все разравниваем. Здесь ниточку обрезаем. И вот такая вот красота получается. Теперь свяжем вот эти вот штучки на одежде. Они вяжутся легко и просто. Берем эту ниточку, заходим вот сзади. Видите, оно у меня здесь только по краям. Тут я ничего не вязала, чтобы ножки у нас вот так вот не были в шпагате. То есть заходим с краю возле ножки вот так вот. Вот сюда. Хватаем ниточку. Хвостик оставляем, делаем петельку, чтобы закрепить. Здесь все подтягиваем. И теперь будем вязать столбики с одним накидом. То есть мы делаем накид, заходим в эту же петельку, сюда же будем провязывать столбик с накидом. Вытянули рабочую ниточку. Видите, 3 петельки на крючке провязываем. Сначала первые 2 петельки. Вот так вот. И теперь вторые 2 петельки. Вот это столбик с накидом. И сюда же нам нужно сделать еще один столбик с накидом. То есть мы будем обвязывать по 2 столбика с накидом в каждую петельку вокруг ножки. То есть мы делаем накид, снова заходим в эту же петельку,
Хватаем рабочую ниточку, вытягиваем 3 петельки на крючке. Сначала протягиваем первые 2 петельки, провязываем, а теперь провязываем вторые 2 петельки. Вот провязали мы 2 столбика с накидом. Теперь заходим в следующую петельку, обвязываем вот так вот, идем сразу над ножкой, то есть вот в этот ряд. Вот сейчас, видите, мы будем заходить в эту петельку. Вот так вот ее будем брать. Снова делаем накид. Заходим в петельку. Хватаем рабочую ниточку, вытягиваем ее. Провязываем сначала первые 2 петельки на крючке и затем вторые 2 петельки. Один столбик с накидом провязали, в эту же петельку заходим и провязываем второй столбик с накидом. Провязали. Вот мы уже такие вот сделали 2 прибавочки, так сказать, да, по 2 столбика с накидом в каждую петельку провязали. Но здесь не важно, сколько вы их сделаете. Я вам-то, конечно, сейчас посчитаю, но вот сколько получится, столько и сделайте. Главное, чтобы одинаковое количество было на каждой ножке. Сделали накид, заходим в следующую петельку, провязываем сначала первые 2 петли, затем вторые 2 петли. И сюда же мы сделали накид, вышли, провязали столбик с накидом. Это у нас третья такая вот прибавочка. Дальше мы заходим в следующую петелечки, не пропускайте, прям в каждую заходим и по 2 столбика с накидом в каждую петелечку провязываем. Это мы уже 4-й раз так делаем. Следующий вот 5-й раз мы будем так делать. Провязали 2 столбика с накидом в одну петлю. 6-й раз будем так делать. Зашли, вытянули, провязали первые 2 петельки, вторые 2 петельки и сюда еще 1 столбик с накидом провязали. Следующую петельку, это какой мы уже 7-й раз делаем или 6-й? Говорю, буду считать, а сама не посчитала. Так, а ну-ка давайте посмотрим. Вот у нас 1-й раз было, да? Это 2-й раз. Так, сейчас. 1-й раз, 2-й раз, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й раз это было. Значит, 8-й следующий делаем, и он будет, наверное, последний. То есть мы тут сюда идем вокруг ножки. Значит, сюда. Да. Ну все, 8 таких вот прибавочек, получается, делаем вокруг ножечки. Так, это мы сделали, видите? Вот сюда дошли. Теперь обрезаем ниточку. Вытягиваем. И эту ниточку я опускаю немножко ниже, сюда. Вот. Посерединке, чтобы она у меня где-то здесь была. И эту наоборот я поднимаю, чтобы она у меня была посерединке. И теперь просто я вот здесь вот в серединку захожу, а здесь, видите, подхожу к этой провязанной петле, хватаю ниточку, вывожу ее в серединку, а здесь подтягиваю все. И сюда в эту же петельку мне нужно вытянуть этот хвостик. Так, видите?
Здесь мы все подтянули. Между собой их завязываем узелочком. Обрежем, нам такие длинные хвостики не нужны. И с помощью крючка спрячем внутри. Эти хвостики. Видите, как получается? Здесь вот таким вот образом, а вот здесь вот такая красота. Так же само мы обвязываем с этой стороны, но будем начинать не отсюда, а сначала, да? Тоже мы заходим вот сюда, получается, в петельку, сразу возле ножки, и обвязываем точно так же у нас, чтобы получилось 8 таких прибавочек. Вот в итоге, смотрите, какая красота получилась. Прикольно. Здесь мы будем обвязывать точно так же, только делать не по 2 столбика с накидом в каждую петельку, а по одному. Будет достаточно. Ну, если хотите, можете, конечно, и по 2 сделать. Опять же, запоминайте, сколько вы провяжете. Заходим точно так же и ниточку присоединяем. Делаем накид, заходим в петельку. Так. Заходим в петельку, провязываем. Дальше заходим в следующую петельку. Тоже провязываем столбик с накидом. Это 2. И запоминайте, сколько вы провяжете, чтобы на другой стороне сделать такое же количество. 2. Это 3-й у меня будет, да, столбик с накидом. Так. Четвертый столбик с накидом. Пятый. Шестой. Угу. Седьмой. И 8. Тоже, видите, 8 я делаю раз. Так, ну что ж такое? Угу. Все, наконец-то сделали. Точно так же все делаем, как и с ножками. Эту ниточку сюда вытянули, в серединку. Вот так вот, чтобы она у меня была ближе к центру. Здесь и так все сойдет. Так, в одну петельку эти ниточки протягиваем. Угу. Эту ниточку и вот эту, да, протягиваем, завязываем узелок и тоже прячем вовнутрь. На одной стороне мы сделали. Смотрите, как это выглядит.
такой рукавчик красивый. И на второй стороне делаем самостоятельно точно так же. Вот такая вот красота получилась. Теперь свяжем и пришьем ушки. Ушки мы свяжем в следующей части. До скорых встреч. Пока-пока.